Всем огромный привет! Мы сегодня поговорим о влоге канала Семья Бровченко. Пока я буду рассказывать, что произошло у них во влоге, вы ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Я благодарю всех тех, кто уже подписан. Огромное вам спасибо. Благодарю за ваши просмотры, за ваши лайки и комментарии. Ну а мы переходим к влогу канала Семья Бровченко. Сегодня у них знаменательный день, потому как они едут получать первый транш. И вот едут они, Таня счастливая, Боря за рулем. Я так понимаю, сзади был Максим. И еще, я полагаю, что был Боря маленький. Потому как были слышны какие-то звуки, которые дети издавали. Ну, а Таня обратилась к Максиму, сказала: не, на ручки подожди, сынок, подожди. Мол, на ручки потом. Потом Максим стал какими-то звуками привлекать внимание родителей, на что Боря-старший сказал: не надо такие звуки издавать, Максим. И все, и тишина. Ни Бори, ни Максима больше слышно не было. Конечно, я не знаю, как можно быть такими хладнокровными какими-то родителями, равнодушными какими-то родителями. И вот только вот на себе внимание удерживать и все. А внимание своим детям как можно не уделить? Я вообще этого, конечно, понять не могу. Тем более вы в дороге. Но мало ли что может быть. Особенно учитывая то, что Максим все еще в подгузниках. Может быть, надо было поменять его подгузник. Может быть, они элементарно хотели есть. И я думаю, что Таня взяла что-то в дорогу. Хотя, в принципе, это Таня. И если она их дома особо не кормит, то поэтому странно надеяться, что в дорогу Таня что-то взяла. Какой-то перекус, какие-то бутерброды. Но, тем не менее, хотя бы можно было бы на руки взять ребенка. Раз он просился на ручки. Я про Максима сейчас. Уже Боря, понятное дело, уже большой мальчик. На руки его особо не возьмешь. Но Максимку-то можно было взять. И как-то, не знаю, какое-то развлечение Боре придумать младшему. Какую-то игрушку ему взять, как-то завлечь его. Он бедный, эти дети. Я как представила, как они там сидели в той машине, слушайте, я не знаю, как в клетке какой-то. А родителям Бровченко было все равно. Главное, что Таня нам рассказывала увлеченно, вот что они сейчас едут этот самый транш получать. И какие они счастливые, и все документы они с собой взяли. Потом говорит: о, нет, наверное, не все. Давай сейчас проверим все папки. Таня говорит: мол, потом не будет возможности заехать домой за бумагами. А почему не будет возможности? Вы на машине... Вы не зависите от общественного транспорта. Будет возможность? Ну, конечно, да. Хорошо, что сейчас вы решили на полпути остановиться, проверить. И вы видели, как Боря отреагировал на эти слова Тани. Он ничего не сказал, но по его выражению лица было видно, что он очень недоволен тем, что сейчас пришлось вдруг посреди дороги остановиться. Значит, Боре надо было искать какую-то парковку, потому как так просто не остановиться, насколько я понимаю, дороги на обочине где-то. Ну да, в общем, Боря кое-как нашел место, остановился, видно, проверил бумаги. Все бумаги оказались на месте, все папочки Тани были тут, так что хотя бы тут все прошло гладко. Ну, а дальше нам Таня стала рассказывать про скважину, мол, у них уже скважина на участке есть, и приезжал геодезист, и все колышки он расставил, все сделали с домом, так сказать, посадили дом. Долго Таня не могла вспомнить, что же они сделали с домом. Посадили, положили, что они с ним там сделали, но тем не менее на участок дом уже посажен, Таня счастлива. И, конечно, мы должны радоваться вместе с Бровченко. Думаю, ну почему не молиться за них? Ну, видимо, в этот раз мы должны радоваться. Хотя, в принципе, забегая чуть дальше вперед, я могу сказать, что мы еще и молиться за Бровченко будем должны. Да. А когда поздравлять? Вот не знаю. Вот 3 функции мы должны выполнить. Это порадоваться, помолиться и поздравить. В этом влоге мы должны были только молиться и радоваться. Поздравлять, наверное, будем уже в следующем влоге. Вот, ну, ни один влог Бровченко, такой, ну, более-менее длинный, да, не проходит без того, чтобы мы не сделали хоть что-нибудь для блага Бровченко, во благо семьи Бровченко. Но интересно, а Бровченко сами что делают для своих детей? Что они делают такого, чему дети были бы очень рады? По-моему, ничего. Вот даже эта покупка дома – это такое сомнительное мероприятие, потому как выплачивать кредит, конечно, будут в итоге дети. Это все ляжет на плечи детей. Как Таня сама сказала, Боря не молодеет. Ну и Таня, понятное дело, тоже. Ну а дети что? Дети – это те люди, которые потом в итоге будут выплачивать этот самый дом, который где-то за городом. Хотя Таня говорит, отличный участок. Жалко, что маленький. Думаю, Таня, тебе для розария достаточно. С головой, дай Бог тебе вот это вот возделать. Место, да, вот этот участочек. А потом будешь говорить, много или мало. Когда придет весна, когда ты поймешь, что такое посадка растений, уход за ними летом, да, все сорняки, когда надо будет пропалывать и так далее. Вот тогда ты скажешь, большой участочек или все-таки маленький. И тебе его хватает с головой. Но нет у Тани плана, представляете, еще 2 участка купить когда-нибудь. Он говорит, ну это будет потом. Ну, я надеюсь, что не в этом году и не в следующем.
А кто будет за этим всем ухаживать, конечно, Таню это вообще не волнует. А налоги на этот участок надо будет платить на один, на другой. Ну, я имею в виду на те, которые в проекте, да, у Бровченко. И налоги на дом, и налоги на этот участок, который у них уже есть. На чьи плечи это все ляжет? Таня об этом не думает. Опять же, это будут выплачивать те бедные и несчастные дети. По крайней мере, я считаю именно так. Ну, а пока мы должны, как я уже говорила, радоваться за Бровченко, потому как дом их будет по их собственному проекту. И планировка тоже их, понятное дело. И вот когда они жили в Украине, тогда вот Грибок взял половину стен, как нам сказала Таня, и пришлось срочно выезжать. У Бори начался какой-то там кашель, в общем, нехороший. Вот, думаю, а куда делась Плесневела? Или Плесневела, как что там Таня говорила, да? Уже Грибок. Надо же. Грибок. Думала, плесень. Нет, Плесневела тоже нет. Вот Грибок. Таня, что случилось? Я, наверное, забыла, как ты называла плесень. Но Грибок тоже понятно, да, что это такое. И вообще в этом влоге Таня крайне редко говорила как-то вот неправильно, да. Вот единственное, Грибок взял половину стен, такая фраза интересная, я такую еще не слышала, чтобы взял Грибок. Меня, конечно, порадовали очень высокие и низкие носки, а теперь вот Грибок что-то взял. Ну, в принципе, Таня остается Таней, да. И Таня радуется, что никаких не будет лишних запахов, то есть это их новый дом, и не будет старых запахов, которые остались от прежних хозяев. Но хочу сказать, что новыми запахами перерастет этот дом сразу же. Почему? Потому как те сумки, те баулы, которые у детей в комнате сейчас, вот, да, в квартире под кроватями, я могу себе представить, какой там запах. Вот там и плесневело, и грибок, и все, что ты хочешь. И не половину сумок он взял, а все сумки этот грибок взял. И там такие будут запахи, что мама не горюй. Но Таня, конечно, об этом не думает. Ей главное, чтобы запаха предыдущих хозяев не было. А их родные запахи, ну что, они к ним принюхались, они их уже и не чувствуют, и не замечают. Это нормально. Только вот любой гость, который зайдет к ним в дом, сразу почувствует. Тут Грибок взял весь дом, выражаясь языком Тани. Кстати говоря, интересно, а Боря не кашляет от этого запаха вот сейчас в квартире? Не, нормально все. Может быть, все-таки не в плесени было дело, может быть, в чем-то другом. Но Таня, конечно, об этом никогда не расскажет. Ну, а Боря и подавно. Оказывается, когда они занимались органическим земледелием, это вот самое органическое земледелие у них очень хорошо шло, да, очень хорошо у них получалось заниматься этим самым земледелием. Только Таня не рассказала, что было дальше, чем закончилось все это занятие органическим земледелием. Почему она не рассказала о том, что ничего у них не выросло на участке толком, да, то, что выросло, то погибло, потому как за этим не ухаживали. Нет, Таня об этом не сказала. Про лошадей, которых они собирались завести, но так и не завели, слава богу, потому как за лошадьми тоже вряд ли кто ухаживал бы. Вот Бровченко главное завести, сделать, посадить что-то, а кто за этим всем будет ухаживать, это уже, конечно, не их печаль. Они молодцы, они бьют себя кулаком в грудь. Мы сделали, мы завели, мы посадили, мы все, посмотрите, какие мы классные, какая у нас хорошая семья. А в итоге что? А в итоге пшик. Да что там далеко ходить? Вот даже их мини-зелень, вот им давали на обзор, помните, прислали несколько коробок с теплицами, с этими семенами. В общем, Таня носилась, там какие-то лампы даже прислали им специальные. И носилась Таня и на одном подоконнике, и на другом подоконнике, на какой-то тумбе. Везде, по подоконникам, по тумбам эти вот самые теплицы были расставлены, и Таня переносилась с одного места на другое ровно до тех пор, пока рекламодатель говорил, что вот надо показать рост и развитие этих самых растений. А потом все, они куда-то исчезли. Очень тихо и спокойно, да. То есть я так понимаю, что все там погибло. Но Таня вначале так восхищалась, так отрабатывала рекламу. Ну а здесь даже рекламы не будет у них, да, вот эти вот кусты розы она собирается сажать. Никаких реклам. Я могу себе представить, как она будет сажать. Никто не будет наблюдать, не надо будет показывать рост и развитие этих кустов роз. Я так думаю, что все там загнется на этапе посадки. Я думаю, что Таня там все неправильно посадит, и, соответственно, ничего там у нее и не вырастет. Но обязательно надо сказать, вот я хочу розы, я хочу розарий, я хочу палисадник у дома. Ну, да, хотеть можно многое, но вот выполнить все это и ухаживать за всем этим, это, конечно, совсем другая история. Абсолютно Таня неведомая. И в доме у всех подростков, как выразилась Таня, будет по отдельной комнате. Ну, сколько там подростков? Я так понимаю, что дети и подростки – это разные категории людей для Тани, да. И подростки – это такая вот особая категория, которая очень такая вот, вы знаете,
опасно для Тани. Таня очень боится подростков. Вот она изучает всякую литературу, как вести себя с подростками, подростки, подростковый возраст и так далее. Я не знаю, чем так опасны подростки, по мнению Тани, для нее самой же. Вот честное слово, не знаю. Все были подростками, абсолютно. И Таня сама в том числе была подростком, понятное дело. И любой взрослый был в свое время подростком. Но я не думаю, что в семье, когда вот этот взрослый был подростком, к нему как-то относились иначе. Потому что вот он уже не ребенок, он уже подросток. Но не было такого. А Таня прям вот выделяет в отдельную категорию. Подростки, подростки, подростки. Ужас какой-то. Ты не ребенок, ты подросток. Ну разве можно так, а? Подросток Аня, подросток Паша, подросток Тимофей. Подростки. Кошмар какой-то. Хорошо, хоть Таня не назвала их ртами. Подростковые рты. Хотя почему нет? Она всех детей своих называет ртами. Слава богу, тут хотя бы не делит на категории такие подростковый род или детский род. Или младенческий какой-то род. Нет. Просто рты. Представляете, вот это вот выражение любящей матери. Да, вот так вот она относится к своим детям. А хотя нет, детей любить не обязательно. Это главное, Таню надо правильно любить. Помните, Боря сказал? Таню надо любить, а детей любить не обязательно. Дети – это источники каких-то финансовых потоков. Да, дети – это льготники. На детей оформляют какие-то пособия и льготы. И за счет этого, кстати говоря, Бровченко родители живут себе припеваючи. Да-да. И на подростков оформляют, и на деток. На все категории своих детей Бровченко оформляют льготы. А теперь вот эти самые дети будут еще и дом этот выплачивать, эту самую ипотеку. Ведь Боря не молодеет, хотя собирается устроиться на постоянку, как выражается Таня. Она говорит, да, молитесь, вот, кстати, о том, что молиться теперь должен за Бровченко. Молитесь, чтобы мы нашли хорошую работу Боре. Нормально так? Я хотела бы услышать такое, например, Таня, молитесь, чтобы мы нашли хорошую работу для нас, то есть и для Тани, и для Бори. Но нет, только Боря должен работать, и должен работать, вы знаете, на какой работе? Не менее 120 тысяч в месяц, да-да. А еще лучше 135, чтобы Бровченко хватило на все этих денег. И на выплату аренды квартиры, и на оплату тепла, и прочее. Ну, короче говоря, все выплаты, которые касаются квартиры. И плюс еще и выплата по ипотеке. Кстати говоря, Таня говорит, 10 декабря, мол, уже вот первая выплата по кредиту. Мол, осталось 10 дней. Я так понимаю, что ролик у них этот самый, когда вот они снимали, да, снимался этот ролик 1 числа, а выпустили они этот самый ролик 14 числа, то есть у них задержка в 2 недели. И нас продолжают кормить Бровченко консервами. Ну что ж, Таня когда-то говорила, что еще 12 у нее влогов уже записано. Ну, может быть, к Новому году мы все их и увидим. А возможно и к Пасхе, а там Таня скажет, что вы знаете, а я не успеваю. Надо перенести праздник. Снова будем Пасху переносить. Потому как у меня столько влогов накопилось, а я даже не знаю, когда я их выпущу. Будем переносить праздники. Ну, в принципе, все в лучших традициях Тани. Все, как она умеет. Кстати говоря, дом у них в очень хорошем месте. Да, участочек у них небольшой. Но на 80% попадает под их идеальное представление об участке и о доме. Да, говорит, 20%, мол, не дотянул ни дом, ни участок. Но, извините, денег особо нет. Уже на что хватило им денег, так вот они и потратили, да. Ну и, конечно, относительно погреба, Таня сказала, что погреб будет у них под гаражом. То есть, опять же, никаких лишних запахов в доме не будет. Ну, понятное дело, как я уже говорила, кроме тех запахов, которые будут принесены в дом вместе с этими вещами из этих самых сумок, да, вот это вот плесневело. Она сразу разойдется по всему дому. И будет отдельная комната под игры, игровая будет для детей. Я же говорю, у Тани есть подростки и дети. Вот, отдельные спальни для подростков, отдельная игровая для детей. И спальни, я так понимаю, будет всего 2 для детей. А может быть даже и 1, вы знаете. Почему? Потому как подростки уйдут в 3 отдельные комнаты. И еще 4-я комната будет для всех детей. Угу. Я так понимаю, что с расчетом, что вот дети старшие, подростки, они подрастут еще чуть-чуть и уйдут. Или прямо вот сейчас они могут уходить уже, да. Ну, а дети, которые потом превратятся в подростков, они займут вот эти самые подростковые комнаты. Возможно и так. Но вот игровая, это принципиально должна быть цена, правильно, потому как дети маленькие, и она должна быть отдельно от спальни. Ну, хотя бы тут Таня отделила сон от игр. Сейчас-то в квартире у них и игровая, и спальня, все в одном. Кстати говоря, Таня вещает, сидя в этой самой булочке и в сиреневой своей футболочке.
И куртка расстегнута, понятное дело, она сейчас в булочке. А вот интересно, когда она выходит на улицу, она хотя бы застегивает эту куртку или, как всегда, нараспашку ходит? Очень интересно. Шапку надевает или нет? В общем, да, потом Таня будет говорить: ой, я болею. Да, вот куртка плохая. То, что ты не застегиваешь эти куртки на морозе, на холоде, и не впервые мы видим такую ситуацию, ты об этом почему-то умалчиваешь. Тебе все плохо. А хотя, в принципе, сама ты являешься причиной того, что тебе плохо, что ты болеешь. Предложили Боре работу, но она не совсем удовлетворила Борю, потому как надо было ему не только заниматься сваркой, но еще надо было быть грузчиком, надо было быть еще психологом. Представляете, Боре предложили быть психологом, но я не знаю, как бы такая светлая мысль могла прийти в голову руководству. Там еще кем-то надо было быть, чуть ли не сторожем. В общем, да, Бровченко отказались. Боря такое не может вынести. Понятное дело, ведь он не молодеет, да? Вот, грузчиком надо быть, и Боре, конечно, это тяжело. А вот я подумала, Таня там говорит, надо было грузить газовые столбы куда-то там. Вот вы знаете, если газовые столбы, то это очень даже неплохая зарплата должна была быть, да, вот производить сварочные работы на предприятии, которое проводит газ. По-моему, это замечательно, это золотое дно вообще. Газосварщик, представляете, это очень хорошая зарплата. И я уверена, что вот эта вот зарплата, которую Боре предложили, это вот она была только на первых порах такой. Что-то вроде испытательного срока, ну и так далее. Потом бы повысилась эта зарплата. Потом бы он получал хорошую зарплату. Многие люди ищут подобную работу. Газосваркой заниматься или электрогазосваркой, что еще более высокооплачиваемо. Ну а Боря что? Ой, это я не буду делать, это я не смогу. Да вначале покажи себя. В конце-то концов, что ты хотел, чтобы у тебя деньги с неба сыпались? Или что ты хотел, на что вообще рассчитывал? Не понять мне этого, конечно, вообще. Но видите, Бровченко хотят, чтобы зрители им помогли найти работу. Да. Молятся Богу, а зрители должны помогать. Но потом Бровченко скажет, вот, Бог помогает руками людей. А сами Бровченко кому помогли? Своими руками. Кому из своих друзей, так называемых, Бровченко хоть раз помогли? Да никогда и никому. Поэтому я не знаю, помогут Бровченко их друзья или не помогут. Ну, только, наверное, те, которые реально только-только познакомились с Бровченко, еще не поняли, что это за люди такие. Но опять же, те люди, которые только с ними познакомились, ну их очень тяжело назвать друзьями, правда ведь? Приятели, знакомые, скорее всего, даже не приятели. Ну а Бровченко что? Те люди, которые с ними познакомились, уже друзья. Да что там? Люди, которые с ними прошли и просто поздоровались, это уже их друзья. Ну да, вот Таня и так, вот Таня послушает, пол Новосибирска, прям вот друзья. Правда, вот эти самые друзья вообще не знают о том, что они друзья Бровченко. Не хочет Боря ездить по 1,5 часа в одну сторону, 1,5 часа в другую сторону. Говорит, только 3 часа на дорогу уходит, где-то там за городом он должен был работать, какие-то заказы были. Таня говорит, да, это недопустимо для многодетной семьи, чтобы так надолго папа отлучался из дома. Это только 3 часа на дорогу, а там еще и поработать надо. Но это, Таня говорит, вот он уезжает, а мы еще спим. Он приезжает, а мы уже спим. Ну, я с трудом, конечно, в это верю. Я уверена, что Таня там не спит, Таня ждет и бдит. Таня очень боится потерять Борю, очень боится. Но, тем не менее, она абсолютно за собой не ухаживает. Я не понимаю, по какой причине. Выбирает какие-то такие вот несуразные футболки, которые в обтяжечку, которые подчеркивают все ее складочки и так далее, весь ее живот, нависающий над бедрами. Почему она за собой вообще не ухаживает? Но, тем не менее, боится, что Боря пойдет к кому-нибудь, да, вот к другой какой-то женщине. Ну, с одной стороны. С другой стороны, кто на Боре тоже так посмотрит. Тоже надо и с этой стороны на ситуацию смотреть. Но видите как. И, кстати говоря, понятное дело, в планах у Бровченко все-таки путешествовать. Но говорят они, что, мол, 5 месяцев, пока будет строиться дом, ни о каких путешествиях и речи быть не может. Я думаю, Тань, 5 месяцев – это 5 месяцев хорошей погоды. А вы строитесь в зиму. Я, конечно, такого еще не видела. Но, тем не менее, если будет снег, будет мерзлая земля. Как эти сваи собираются вбивать люди? Как эти бедные строители будут работать на этом участке? Об этом, Таня, ты подумала? Или ты считаешь, что летом 5 месяцев, что зимой 5 месяцев? Это одинаковая погода? Нет, абсолютно нет. 5 месяцев хорошей погоды. Так что я думаю, дай бог, чтобы к июлю-августу Бровченко увидели отстроенный дом. Ну, а там, конечно, посмотрим, как будет развиваться ситуация дальше. На этом буду заканчивать свой обзор. Всем огромное спасибо, кто досмотрел до конца. Всем пока.